На 10-м месте сериал «Борджиа». Сюжет исторического телесериала «Борджиа» рассказывает об испанском дворянском роде Борджиа, который имел большую власть в Италии во времена эпохи Возрождения. Семья Борджиа в истории известна своими скандальными, аморальными, а порой и чудовищными поступками. Они самые известные отравители. Глава семьи Родриго Борджиа, он же Папа Римский Александр VI. Человек, продвигающий своих родственников на высшие должности, занимающийся развратом и устранением конкурентов. Невероятно хитрый человек, который, будучи чужеземцем, умудрился стать главой Римской католической церкви и сумел расширить влияние папской власти. Отличный каст профессиональных актеров. Они влюбляют в себя зрителей и заставляют сопереживать. Персонажей хоть и много, но они прекрасно отыграны и запоминаются. У меня не было моментов, где мне было бы скучно смотреть. На экране постоянно происходит что-то важное, либо персонажи раскрываются, либо показываются важные исторические события. Тем, кто любит красивые исторические фильмы, этот сериал – настоящий подарок. Великолепные декорации, костюмы в целом соответствующей эпохе и хорошая операторская работа. Сериал состоит из 3 сезонов. На 9-м месте сериал «Полдарк». Действие исторического сериала разворачивается в конце 18 века в Великобритании. Главный герой Росс Полдарк после долгих 3 лет армии возвращается в родной Корнуолл, где расположено имение отца и принадлежащие ему медные рудники. Прибыв на место, он с ужасом узнает, что его отец скончался полгода назад, поместье пришло в упадок, а его возлюбленная, которая решила, что Росс погиб на войне, помолвлена с его кузеном Фрэнсисом. Ситуация на шахте медного рудника стала совсем плачевной, а жители Корнуолла остались без работы. Пережитая война и множество увиденных смертей заставило Росса пересмотреть собственные жизненные ценности и по-другому взглянуть на окружающих его людей. Несмотря на плачевность своего положения, главный герой решает продолжить семейное дело и восстановить работу истощившейся шахты. Вот только сделать это без должного финансового состояния оказывается не так-то просто. К тому же не только местная знать, но и близкие родственники совершенно не рады его возвращению. Сериал состоит из 5 сезонов. На 8-м месте сериал «Аббатство Даунтон». В центре аристократическое семейство Кроули, владеющее огромным поместьем на юге Англии. На протяжении всего сериала мы наблюдаем за развитием отношений в 2 социальных кругах. В высшем, где речь идет о семье лорда Грэнтэма, и в низшем, где живут слуги. Эти 2 круга очень различаются между собой, но все же они не параллельны, потому что пересекаются. Действие сериала начинается в 1912 году, когда на борту «Титаника» погибает главный наследник поместья Даунтон. Между наследниками и родственниками разворачивается настоящая борьба за земли и титулы. «Аббатство Даунтон» стал одним из лучших сериалов, которые я смотрела. В нем прекрасно все. Начиная от актерского состава и заканчивая самыми незначительными деталями интерьера. Это роскошный сериал, показывающий старую Англию, благородство, изящество, великолепие и богатство, в котором жили аристократы начала 20 века. Сериал состоит из 6 сезонов. На 7-м месте сериал «Последнее королевство». События происходят в IX веке нашей эры, когда многие отдельные англосаксонские королевства подвергались нападению викингов. Сохранить независимость удалось только королевству Уэссекс, во главе которого стоит король Альфред Великий. Это и есть последнее королевство, пока еще не попавшее под власть скандинавских захватчиков. В это неспокойное время живет главный герой Утред. Родившийся в семье саксонского дворянина, мальчик осиротел, когда на его дом напали викинги, а затем был похищен и воспитан как один из них. Теперь мальчик вырос и вынужден выбирать между родиной и людьми, которые воспитали его в своих обычаях и традициях. Кто он, сакс или викинг? Утреду приходится пройти сложный путь, балансируя между теми и другими, а заодно сыграть свою роль в рождении новой нации и в конечном итоге вернуть земли, принадлежащие ему по праву рождения.
В сериале нашлось место не только героическим подвигам и эпическим битвам, но и политике, религии, войне, любви, мужеству, верности и всегда актуальному поиску своего места в мире, которым озадачен главный герой. Объединяя реальные исторические фигуры и события с вымышленными персонажами, «Последнее королевство» рассказывает о том, как один из величайших королей в истории Англии сумел сплотить людей и вернуть им землю, которая стала домом для них и их потомков. Сериал состоит из 5 сезонов. На 6-м месте сериал «Чужестранка». Прогулка у древних каменных кругов оборачивается для главной героини Клэр Рэндалл, военной медсестры, перемещением во времени. Из первой середины 20 века девушка перемещается в минус 200 лет в 1743 год на просторы Шотландии, охваченной кровопролитной гражданской войной. Клэр оказывается чужестранкой в незнакомом мире, где буквально все представляет для нее опасность. Ей во что бы то ни стало нужно выжить в прошлом и найти возможность вернуться в свое настоящее время. Для того, чтобы защитить себя, Клэр приходится стать женой шотландского воина Джейми Фрейзера. Отныне сердце Клэр разрывается между двумя мужчинами – Джейми и мужем Фрэнком, который остался там, в другом мире. Эпоха Шотландии XVIII века передана колоритно. Качественные костюмы, грубые одежды, холодные замки, красивые яркие пейзажи гор и лесов. Вокруг главных героев происходят политические игры, альянсы, заговоры, мятежи и сражения за правое дело. Все показано масштабно – битвы, кровь, раны и борьба за жизнь. На данный момент уже вышло 6 сезонов и заявлены съемки на 7 и 8 сезоны. На 5-м месте сериал «Столпы земли». События этого исторического сериала происходят в Англии XII века. Это время было сложно пережить обычным людям. Каждый боролся сам за себя, пытаясь выбить лучшее место под солнцем. В Англии продолжались многочисленные войны за престол. Даже церковные служители забывали о своих обязанностях и поддавались соблазну обогатиться благодаря прихотям богачей. В кораблекрушении погибает единственный наследник британского престола. Когда король Англии умирает, между его дочерью и племянником разгорается война за трон. Параллельно разворачивается история Тома Строителя. В отчаянии и на грани нищеты он вместе с беременной женой и 2 детьми отправляется на поиски новой работы. В пути женщина умирает, преждевременно родив сына. Том принимает решение оставить ребенка в лесу. Чуть позже он возвращается за ним, но младенца уже кто-то забрал. Это короткий, но динамичный проект, состоящий всего из 8 серий. Непредсказуемые повороты сюжета, неоднозначные персонажи с яркой актерской игрой точно не оставят вас равнодушными. На 4-м месте сериал «Великолепный век». Остросюжетная историческая драма, основанная на реальных событиях, представляет эпоху правления султана Сулеймана Великолепного. 1540 год. Османская империя переходит в руки нового правителя Сулеймана. Наступает новая эпоха побед, завоеваний и расширения влияния османов. Военные победы сочетаются с интригами и любовными линиями султанского дворца. История повествует о непростой судьбе рабыни Александры, позже получившей имя Хюррем и сумевшей стать любимой женой падишаха, подарить династии 5 детей и удержать власть в гареме, преодолевая тернистый путь. От просмотра получаешь эстетическое наслаждение, любуясь великолепными декорациями, красивыми людьми, их роскошными нарядами и драгоценными украшениями. Сюжет интересный и развивается постепенно. С героями происходят разные жизненные перипетии. Очень интересно наблюдать, каким образом они из них выходят и какие решения принимают. Также показаны многочисленные военные походы Сулеймана в Европу и его влияние на католический мир. Сериал состоит из 4 сезонов. На 3-м месте сериал «Рим». Основные события происходят в античном Риме, где царят жестокость, коварство, насилие и безнравственность. В течение сериала зритель сможет достаточно подробно пронаблюдать становление Цезаря верховным правителем, его убийство и последующее окончательное становление Римской империи. Также много экранного времени выделено еще одному историческому персонажу – Клеопатре.
ее роман с Цезарем, потом с Марком Антонием, война с Октавианом и в конце смерть. Параллельно развивается история двух легионеров, которые возвращаются в Рим с длительного военного похода. Совершенно разные по характеру, они становятся друзьями и сопровождают друг друга в это смутное и непонятное время. На их историю смотреть не менее интересно, чем на историю Цезаря и Клеопатры. Сериал снимал HBO. Визуал, атмосфера, костюмы и декорации однозначно сильные стороны проекта. Благодаря очень сильной сюжетной линии, детальнейшей прорисовке каждого образа и просто потрясающей игре актеров, сериал «Рим» невероятно реалистичен, постоянно держит напряжение и смотрится на одном дыхании. К моему большому сожалению, проект был закрыт после второго сезона из-за пожара на киностудии в 2007, из-за которого сгорели практически все декорации. Но все же есть надежда, что, возможно, кто-нибудь снимет продолжение этого великолепного сериала. На втором месте сериал «Викинги». Ключевым персонажем сюжета является полулегендарный скандинавский конунг Рагнар Лодброк, его жены и сыновья. В первых сезонах показан нелегкий путь становления Рагнара конунгом, затем нескончаемая борьба за корону, грызня и междоусобицы. Также зрителя ждут набеги на земли Англии, военные походы на Париж и в Испании. Бои, осады, сражения сняты шикарно и масштабно. В перерывах между битвами есть все, что нужно для нескучного просмотра. Интриги, коварство, измены, любовь, жестокость, лишения и суровая борьба за выживание. Персонажи смертны, и по ходу сюжета одни побеждают, а другие терпят поражение. Причем предсказать сюжет заранее, как правило, не представляется возможным. Города переходят из рук в руки, конунги сменяют один другого, дети рождаются и вырастают мужчин и женщин, каждый со своей историей и характером. Актерская игра на очень высоком уровне. Всем, кто до сих пор не посмотрел сериал, искренне завидую, так как впереди у него погружение в 6 сезонов захватывающей истории. Первую строчку в личном моем рейтинге занимает сериал «Воскресший Эртугрул». Отмечу, что посмотрела я его только со второй попытки. Первый раз, посмотрев только первую серию, которая абсолютно не впечатлила, я забросила просмотр и вспомнила о нем только через год. И абсолютно не пожалела. Турецкий сериал о средневековой истории, полный дворцовых интриг и сложных взаимоотношений между Востоком и Западом, шахами и рыцарями, тамплиерами и османами. Главный герой саги – легендарный Эртугрул, отец основателя Османской империи Османа I, тюркский правитель, с именем которого связано множество легенд, мифов и героических страниц истории. В первом сезоне сериала Эртугрул волей случая оказывается втянут в интриги между государствами Черноморья и европейскими рыцарскими орденами. И теперь он вынужден вставать на защиту своих подданных и принимать самое сложное в своей жизни решение. Сериал подкупает новизной впечатлений. Показан быт кочевых племен, чистота взаимоотношений между мужчинами и женщинами, бережное отношение к родителям и особое отношение к родине. Несмотря на интриги, главный герой Эртугрул идет к своей цели, не сворачивая с трудного и опасного пути во имя мира и процветания нации, готов пожертвовать своей жизнью в любую минуту. Сериал состоит из 5 сезонов.